Добрый день, меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня сделаем онлайн гадание, расклад карт Таро. Вот, прыгают карты, хотят говорить. Вот на такую тему. Пауза или точка? Будут продолжаться эти отношения или они закончились? Стоит ли ждать что-то от этих отношений? Это расклад для тех, кто в ссоре, или для тех, у кого отношения затихли. И, как обычно, кто меня знает, кто подписан, в конце расклада, если хотите что-то большего, то мы обратимся к силам вашего рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям, с просьбой убрать все препятствия, которые покажет данный расклад. Итак, начинаем. Пауза или тупик? Расклад карт Таро. Для начала давайте посмотрим, как он видит эту ситуацию между вами. Давайте посмотрим его глазами. Итак. Сейчас во всем разберемся. Так. Очень интересно. Смотрите. Он реально видит, что это уже стоп. Стоп над всем, чем он работал. Он считает, что он над этими отношениями очень сильно старался. Деньги зарабатывал, вкладывался в эти отношения, да. Очень много эмоций вкладывал в отношения. Буквально вопрос денег стоит для него очень значимый. Вот так он видит, что за чувства так много, тяжело. Он очень много усилий прилагает для того, чтобы сдерживать чувства к вам в себе. Просто вы для него были весь мир. Хорошо, покажи мне тогда, из-за чего произошла ссора. Деньги я вижу. Покажи. Опять деньги. Из-за денег ссора. Что значит из-за денег ссора? Тут, возможно, и вы не ценили то, какое количество денег он носит. А ему реально было их тяжело добывать, притом он еще как-то не напрямую их зарабатывает, он или работает в компании, или у него партнерский какой-то бизнес с кем-то вместе. Не только от него, то есть, возможно, и его личный бизнес, но в бизнесе не от него, а и от партнеров зависит то, сколько он его носит, и поэтому ему очень тяжело их добывать. Видите, он видит, что вы очень беспечно себе живете, он вот так вот вкалывает. Да, вы это его глазами, а ему кажется, что вы вот такой себе легкомысленный, у вас все есть, вы себе купаетесь в роскоши. И привязки. То есть не только в роскоши, что-то еще. Ему кажется, что не по умеренности вы живете, да, возможно, даже он думает о том, что вы в свободное время, возможно, ему изменяете, это и ревность тоже. То есть он видит как-то очень беспечно вашу жизнь. Вот такая ситуация его глазами.
Он серьезно настроен. Как вы видите эти отношения? Давайте не эти отношения, а эту паузу, из-за чего это произошло. Давайте посмотрим вашими глазами, почему так произошло. Дни кубки. Одни чувства у вас сейчас. Вот все в кубках. Ну, во-первых, он вам видится как король кубков. С одной стороны, это может говорить, что вам очень нравится его та сторона, что он очень обходительный в отношениях, может говорить приятные вещи, может проявлять чувства. А с другой стороны, это может говорить о том, что вы просто видите в нем то, что он просто много говорит. Да, много говорит и мало делает, потому что вот ваш взгляд, вы видите только чувства. Действий фактически нету. Да, то есть вы видите, что это любовь очень большая, да, очень много чувств вы испытываете в этой ситуации. Что стремительно это все очень началось, да, что было реально хорошо, да, то есть. Ну, еще покажи мне. Так, чувство понятно, как вы видите ситуацию. Ну да, вы видите, что это все произошло как бы вот по дураку, да. То есть ситуация вся сложилась ни с чего. Да, она высосана из пальца. Все его претензии, они как бы из пальца высосаны. Это вранье. Да. Это вранье, чтобы оправдать свои действия и чувствовать себя вот таким вот иерофантом, да, чтобы вами управлять. Вот так вы видите эту ситуацию. Хорошо, а давайте посмотрим, что он чувствует сейчас. Что он чувствует в этой ситуации. Какие у него чувства? Такие он хочет себя чувствовать иерофантом. Сейчас я расскажу. Ну вот он реально чувствует себя сейчас самым важным человеком в мире. Для вас, а может быть для других. Ему кажется, что вот все его мысли связаны, и все действия, что все должно вращаться вокруг него. То есть, много у него всяких ощущений, притом тройка кубков в данном случае говорит о том, что, возможно, даже, увлекся он противоположным полом, ярко, притом без разбора. А то, где он с вами находился, десятка пентаклей, да, то вот счастливое место, его удручало то, что там все шло по кругу, как на карусели, да, то есть однообразно в какой-то степени, хоть там хорошо, красиво, он вот так вот решил сбежать. Но в то же время ему реально страшно. Он не знает, что будет в будущем. То есть эта карта говорит о том, что решение скорее было не спланированное, а спонтанное. Вот как-то так. Так, давайте посмотрим, что вы чувствуете сейчас. Буквально 3 карты, и будем смотреть, какое будущее у этих отношений. Что
что вы чувствуете? Ой. Ну, смотрите. Ну, вы чувствуете себя как вот буквально жертва, бабочка, прикрепленная булавочкой, разбитая полностью. Тройка мечей, разбитое сердце. Но в то же время, ну вот, видите, девочка закрывает свое истинное лицо. Вы не хотите показывать, что вы чувствуете на самом деле. На самом деле, вот сердце ваше в клетке. Вы не ожидали этого. Вы считаете, что это, ну, нечестно, это так очень просто сказано, да? Что это такой удар прямо в сердце. Но я хочу сказать, что вы настроены как-то менять это положение. То есть у вас боевой настрой, вы предпринимаете какие-то действия, чтобы его вернуть. То есть с разбитым сердцем, скрывая истинные эмоции, вы не сдаетесь. Так, смотрим, что будет в этих отношениях, что возможно, чем пауза это или точка, что будет. Ну, карта любви выпадает. Сейчас я расскажу остальное. Ну, первое говорится о том, что, ну, слезы будут. У вас будут слезы по поводу этих отношений. Дальше будут споры. Каждый из вас будет рассказывать, ну, это уже хорошо, как он видит именно любовные отношения вашей пары. Как построить это, как двигаться дальше. И будет, скорее всего, ну, будет продолжение. То есть вы начнете работать, чтобы получить те плоды, которые хотите от этих отношений. Но для вас это уже никогда не будут прежние отношения. Вы навсегда сделаете себе, поймете, что они могут закончиться в любой момент. Вы начнете думать жить не сегодняшним днем, а делать какие-то запасы, фундамент для себя, да, пока вы в этих отношениях. Возможно, эти отношения продлятся и всю жизнь, но всю жизнь вы будете уже совсем другой. Вы не будете тем наивным человеком, который вот так человек ушел, да, и все. А у вас будет фундамент. Вы научитесь себя защищать. Вы научитесь, чтобы вам не было так больно, как было этот раз. Чтобы не было разбитого сердца. Вот такое будущее у этих отношений. Давайте максимально смягчим всю эту ситуацию. Да? Ну, потихоньку давайте. Давайте сразу уберем, что он окончательно хочет закончить эти отношения. Пускай он работает над вашими отношениями, пускай чувств будет много, пускай он будет королем пентаклей. Ну, пускай ему деньги немедленно идут, уберем медленно, тут есть король пентаклей. Пускай достаток будет, пускай ему не будет тяжело с партнерами или той работой, которой он занимается. Да. Давайте он не будет думать о вашей... Уберем у него мысли, что вам вот просто так все легко в жизни, что вы как сыр в масле катаетесь. Ну и уберем ревность, агрессию.
Давайте уберем разговоры о любви или просто что он говорит, а оставим любовь. Любовь, действия, много любви, вы счастливая в любви, в комплиментах. Давайте уберем, что это все было по дураку. Давайте уберем, что это была ложь. Давайте оставим его королем действий и уберем, что он император ваших отношений. Ну, не нравится мне, когда мужчина император в отношениях. Давайте. Так, сейчас задвигаем. Уберем слезы. Давайте уберем ссору. Давайте оставим, что вы будете говорить, работать над вашими отношениями. И, естественно, оставим вам ту мудрость и защиту, которую вы получите, как наступив на эти грабли, пройдя это, получили то обучение. И с картами вот этими, картой мира нельзя работать. Вот, видите, стоп, медленные деньги, союз тяжелый. Вы вот с этими всеми препятствиями в вашими отношениях мы сейчас поработаем. Вот они. Так, карта мира у нас уже есть, хотя... Девочки, кто не знает, кто не смотрел, кто смотрит в первый раз. Вспоминаем силу рода вашего, всех, кто стоят за вами, высшие силы, к которым вы обычно обращаетесь, ангелов-хранителей. И сейчас будем убирать препятствия, которые показал данный расклад. Да, мне тут задали вопрос, мне казалось, что это понятно. Когда я говорю вот эти слова, что делать? Во-первых, можно слушать. Во-вторых, можно включить субтитры и повторять то, что написано на экране. Да, это еще больше сделает лучший результат. Ну, в-третьих, я говорила неоднократно, можно потом пересматривать. Да, не забываем ставить лайки, понимаю, расклад интересный, не забываем подписываться, потому что 90% людей смотрит меня не подписавшись, а я, как любая женщина, люблю отношения узаконенные. Любишь — женись, смотришь — подписывайся. Это шутка была. Если реально вам интересно, подписывайтесь. Так, ищем карту. Вспоминаете вы силы рода, ангелов-хранителей. Так, ну смотрите, тут не все так сложно, мы быстро нашли. Так, давайте разберемся. Давайте уберем препятствия. Так, внимание. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем все препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Так, в комментариях пишем «да будет так». Я сейчас проверяю. Спасибо, да будет так, пишем в комментариях. Я сейчас проверяю, подействовали, убрали ли мы препятствия из этого расклада. Если нет, еще раз повторим. Убрали ли мы препятствия из этого расклада? Ой, подвешенное состояние у мужчины. Состояние все подвешено. Тяжело карты показывать. Не получается у нас. Не у всех получилось. Так, подождите. Давайте поработаем еще раз. Девочки,
Вспоминаем любимую бабушку, любимую тетю, любимого дядю. Представляете, как их любила ихняя бабушка. Давайте получим результат. Ангелов-хранителей своих вспоминаем. Так, я делаю только 2 раза обычно. Кому поможет, тому поможет. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Да будет так. Так, сейчас проверим, получилось или нет. В комментариях не забываем писать спасибо, да будет так. Проверяем, получилось или нет. Не у всех. У кого-то ситуация полностью разгромлена. 50 на 50 показывает. Так, девочки, если вы чувствуете, что не получилось, во-первых, это может быть, конечно, не по судьбе. И откроется новый путь. Во-вторых, можно пересматривать видео. И это усилит обращение, да, потому что Верховный суд, он слеп. И ему нужно показывать препятствия. Хорошего дня, счастливой ночи, во благо да будет так, ваша Луна.